Немецкая овчарка стала настоящей мамой для двух брошенных львят, от которых отказалась их собственная мама-львица. Однако через несколько лет произошло что-то шокирующее. В небольшом заповеднике для диких животных под названием Белый лев уже в течение года находилась львица по кличке Киара. 18 сентября произошло замечательное событие, Киара родила сразу двух красивых львят разного пола. Однако это были первые роды у львицы. Кроме того, Киара попала в заповедник после того, как она сама едва не погибла в дикой природе от рук браконьеров. Из-за этого Киара была очень скована, недоверчива и не уверена в себе. Все это привело к тому, что после рождения двух львят материнский инстинкт у львицы так и не появился, и она отказалась от собственных детенышей. 3 дня сотрудники заповедника с нетерпением ждали, что у Киары наконец появится материнский инстинкт, и она станет кормить своих малышей, но все было напрасно. На 4-й день ветеринары забрали маленьких львят у матери львицы. Это были брат и сестра, у которых была крайняя степень истощения из-за того, что Киара так ни разу их и не покормила. Сотрудники заповедника даже боялись, что детеныши могут не выжить, но, к счастью, ветеринарам удалось накормить их питательной молочной смесью из бутылочки. И через неделю они уже стали выглядеть гораздо лучше, и их жизням больше ничего не угрожало. Однако сотрудники прекрасно понимали, что одной только питательной молочной смеси львятам будет недостаточно. Без матери и ее материнского молока животные вырастут слабыми и худыми, совсем не похожими на грациозных африканских хищников, а их здоровье будет очень плохим. К счастью, семья из соседнего города согласилась передать в заповедник для выкармливания львят свою 8-летнюю немецкую овчарку по кличке Лора. Собака совсем недавно родила щенков, и в ее груди было полно питательного молока. Ветеринары прекрасно знали, что собачье молоко отлично подходит для многих видов животных, в том числе и для львят, так как в нем есть все необходимые компоненты для нормального развития детенышей. Конечно, когда Лора в первый раз зашла в вольер к маленьким львятам, весь персонал заповедника застыл в молчаливом напряжении. К счастью, собака приняла обоих львят, а они уже через несколько минут начали сосать из ее груди питательное молоко, что позволило всем сотрудникам заповедника вздохнуть с облегчением. Ветеринары были очень рады, ведь это уникальный случай, когда представитель одного вида принимает детенышей другого вида, тем более диких животных. Самое удивительное в этой ситуации было то, что Лора с самого детства не может терпеть кошек и постоянно на них лает. Но в случае с львятами удивительная собака сразу почувствовала, что детенышам нужна срочная помощь, и вскоре она стала для них настоящей приемной матерью. Конечно, львятам требовалось гораздо больше молока, чем обычным щенкам, но ветеринары не беспокоились, так как Лора уже рожала по 8 щенков за раз. И их всех она выкормила самостоятельно. В этот раз у собаки родился лишь один щенок, и ей не составляло труда кормить его вместе с 2 львятами. Когда через несколько недель львята значительно прибавили в размерах и весе, сотрудники заповедника лишь немного добавили в их рацион молочной смеси. В бутылочке. Маленькая львица была слабее своего брата, и первое время ее здоровье вызывало опасения у ветеринаров. Но благодаря помощи немецкой овчарки, она смогла восстановиться и догнать своего брата в развитии. Львята быстро начали расти и стали весело играть между собой под постоянным присмотром Лоры, которая не только кормила обоих детенышей, но и каждый день тщательно вылизывала их своим языком, чтобы они не заболели грибком или другими опасными заболеваниями. А ночью собака согревала приемных детей теплом собственного тела. Так прошло несколько недель. Львята значительно подросли и даже стали больше своей приемной мамы. Их острые клыки и когти стали представлять опасность для Лоры, поэтому собаку отвезли обратно домой, а львят пересадили в новый просторный вольер, где они себя прекрасно чувствовали и продолжали свое развитие. Весь персонал заповедника был очень благодарен Лоре, которая смогла спасти двух брошенных, беззащитных созданий. Через 2 года оба львенка превратились в красивых, грациозных льва и львицу. Хозяин Лоры по приглашению директора заповедника приехал туда вместе со своей собакой, чтобы она смогла увидеть, как выросли ее приемные дети. Немецкая овчарка несколько мгновений смотрела на суровых африканских хищников, а затем неожиданно забежала в вольер. Сотрудники заповедника вздрогнули, так как реакцию взрослых львов, которые уже 2 года не видели свою приемную маму, было сложно предсказать. Хищники без промедления направились в сторону собаки и первым делом обнюхали чужака.
Один из сотрудников уже хотел зайти в вольер и вытащить оттуда Лору, пока львы не разорвали ее на куски, но директор заповедника остановил его. Директор понял, что львы узнали свою приемную маму, и уже через несколько мгновений они начали тереться об нее своим густым мехом, а затем улеглись рядом с Лорой, словно вновь почувствовали себя маленькими, беззащитными щенками. Собака стала вылизывать своих значительно подросших приемных детей, тоже нисколько не забыв о них. Спустя 2 долгих года происходящее настолько тронуло сердца сотрудников заповедника, что многие из них не смогли сдержать слез, а хозяин собаки сильно удивился. Насколько сильной может быть любовь между матерью и ее детьми, даже если они относятся к совершенно разным видам. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.